Всем привет! Приглашаю вас в наш однодневный влог по Кембриджу. У нас будет пешая прогулка, но если ходить много не хочется, вы всегда можете заказать двухэтажный экскурсионный автобус с аудиогидом. Подробности оставлю в инфобоксе. Мы решили начать нашу прогулку с улицы Святой Марии, которая как раз выходит на Сенатскую площадь, где собраны все самые узнаваемые достопримечательности. Здание Сената, готическое здание колледжа Гонвилл и Киз, Королевский колледж и многое другое. Совсем рядом находится церковь Святой Марии. По винтовой лестнице можно подняться на самую вершину башни, откуда открывается лучший круговой вид на город. Сразу за церковью спрятался маленький магазинчик «Дом чудес» для фанатов волшебного мира Гарри Поттера. Ну что ж, вот и он, Королевский колледж. Поскольку университет устроен необычным образом, он состоит из 31 отдельного колледжа, разбросанных по всему городу, одного главного нет, то этот вид официально считается визитной карточкой университета. Ух ты! Сейчас мы приближаемся к потрясающему и легендарному месту – знаменитые часы Корпус Кристи на фасаде одного из зданий колледжа. А этот жутковатый кузнечик – это хронофаг, пожиратель времени. Изобретатель Джон Тейлор специально сделал монстра таким пугающим, чтобы напомнить людям – время быстротечно, и его нельзя вернуть назад. Пока мы прогуливаемся, хотела рассказать про историю названия города. Кембридж буквально означает «мост через реку Кем». Раньше это поселение называлось Гранбридж, мост через реку Гранта. Со временем название эволюционировало из Гранбридж в Кембридж. Но вот получилась необычная ситуация. Не город получил название от реки, как обычно бывает, а река от города. Сегодня река, протекающая через город, называется Ривер Кем, однако ее верхнее течение, южнее города, до сих пор местами называют Ривер Гранта, сохраняя старое название. Мы медленно двигаемся к лодочному причалу, а это классический пример натургардена в самом центре города, так называемый meadow planting. В Англии обожают их сажать, чтобы поддерживать пчел и бабочек. И фишка их в том, чтобы садик выглядел, как будто человек к нему вообще не прикасался, и все выросло само, как на диком лугу. А это потрясающее дерево – ливанский кедр, очень древний вид хвойных деревьев. В Англии ими украшают дворцы и университетские парки. Прямо по ходу нашего движения находится мост через реку Кем, за которым расположен знаменитый лодочный причал Mill Lane Punting Station. С этого причала стартуют классические экскурсии на лодках-пантах мимо знаменитых университетских колледжей и их закрытых садов, тот самый маршрут The College Backs. Именно с этой точки открывается потрясающий вид на математический мост. Свое название он получил из-за его уникальной и очень сложной инженерной конструкции. Кстати, если поставить видео на паузу, можно увидеть актуальные цены на речные туры. Возле самого причала для вас открыт паб «Анкор». Его меню сочетает традиционную британскую классику и блюда современной кухни. На противоположном берегу, прямо под деревом, дети узрели коровок, которые спрятались от дождя, так что идем знакомиться с коровками. А это великолепное кирпичное здание колледж Ньюнхем, который входит в состав 31 колледжа Кембриджского университета, а также знаменитые ворота Арка Пфайфер. Совсем недалеко расположено здание библиотеки колледжа Ньюнхем, точнее его модернистская пристройка, называющаяся Кэтрин Стивен Рум, в честь одной из первых руководителей колледжа. Внутри пристройки сокровищница для ценных старинных рукописей и редких книг. Еще один милый речной причал и кафешка с прекраснейшим видом. На тропинке в парк мы встретили очень доброжелательных хозяев золотистого ретривера, которые помогли нам сориентироваться, что и где еще можно посмотреть. Рядом с причалом небольшая парковая зона. Милые ути-пути прячутся под густыми ветками плакучей ивы.
Кому интересно, плакучая ива по-английски будет weeping willow. Плакучие ивы – один из главных символов Кембриджа. Они растут здесь по всем берегам реки Кем. Очень приятное место для отдыха. Не знаю, но лично у меня после прогулки сложилось такое впечатление, что Кембридж – это город более взрослых студентов, профессоров, магистров. По сравнению с Оксфордом как-то все здесь более величественно, строго и зрело. Ну, это мне так показалось. Мы уже совсем близко, где-то здесь должны пастись коровки. Мгм. А вот и первая коровушка. Они здесь местные знаменитости. Они совершенно свободно пасутся на заливных лугах вдоль реки. И это не случайность. У коров есть совершенно официальное историческое право пастись на этих городских лугах еще со середины веков. Студенты и коровы – лучшие друзья. Абсолютно привыкшие к людям, коровки на все смотрят с философским спокойствием. И, кстати, это представительница традиционной британской породы. Вот такая вот абсолютная деревенская расслабленная английская идиллия прямо в центре города. Мы все уже немного подустали и задумались, где бы, что бы вкусненького съесть. Идем на поиски. В поисках кафе мы снова оказались на оживленной улице. На этот раз это Тринити-стрит. Улица Тринити-стрит упирается прямо в знаменитый Тринити-колледж, колледж Святой Троицы, где учились Исаак Ньютон, Фрэнсис Бэкон и еще 34 нобелевских лауреата. По слухам, этот колледж настолько богат своей землей, что по его собственным владениям можно дойти от Кембриджа до самого Лондона. Ну, не знаю, насколько это правда. Это идеальное место, чтобы совместить неспешный хай-стрит шоппинг с прогулкой среди университетской архитектуры. Здесь нет гигантских торговых центров, вместо них микс из качественных брендов и старинных лавочек, где можно найти отличную одежду в британском стиле, премиальную канцелярию или культовые книги. Буквально за углом Тринити-стрит переходит в рыночную площадь, где работает знаменитый кембриджский рынок. Там можно купить все, от винтажной одежды и пластинок до крафтовых местных сыров и горячей уличной еды со всего мира. Сейчас мы приближаемся к самой книжной точке Кембриджа. С одной стороны улицы у вас будет Cambridge University Press, а с другой огромный атмосферный Хэферс. Это огромный, просто необъятный супермаркет книг всех возможных издательств мира. У Хэферс есть потрясающая фишка. Помимо сотни тысяч книг, у них огромадный отдел настольных игр, пазлов и интеллектуальных головоломок. Сюда съезжаются гики и любители настолок со всего региона. Вау! Проходя мимо, невозможно не залипнуть на розовую витрину очаровательного бутика Кэт Кидстон, оформленную как сказочный кукольный домик, но очень уже инстаграмную. Это чисто британская марка, ставшая настоящим символом современной английской классики, уюта и ностальгии. Наконец-то мы добрались до одной из культовых кафешек – Bond and Brothers. Но нас здесь ждало разочарование. Кафе оказалось очень маленьким, выбора почти не было. В общем, дети отказались, ну и мы решили продолжить поиски. А надо было, как оказалось уже позже, сразу идти в кафе Фитцбиллис, потому что это не просто кафе, а настоящая живая легенда Кембриджа. Какая же там классная и вкусная была витрина с afternoon tea, макаронцами, круассанами и культовыми сиропными булочками. Обязательно туда зайдите. После обеда погода испортилась, и мы решили спрятаться в музее Фитцвильяма. Так сказать, совместить приятное с полезным. Ну, и я вам скажу, что это без преувеличения настоящий Лувр в миниатюре. И это один из лучших музеев Великобритании. Вход туда абсолютно бесплатный, а коллекция насчитывает более полумиллиона шедевров со всего света. От древних мумий до культового импрессионизма. Вау-эффект начинается прямо со входа. Здание музея – это роскошный неоклассический дворец с массивными колоннами, перед которыми дежурят 4 каменных льва.
Но настоящий шок ожидает внутри. Парадный вестибюль оформлен настолько классно, богато, золотая лепнина, мраморные колонны, мозаика, что туристы зависают там с открытыми ртами минут на 10, просто разглядывая потолок. Но мы тоже не исключение. И это идеальная локация для красивых видеокадров. Однако видеосъемка внутри запрещена, поэтому я сделала всего лишь несколько фотографий красивых.